Путин признал Зеленского легитимным президентом и идет на условия Трампа. США подпишут соглашение о редкоземельных металлах Украины. Все готовы. Зеленский отправляется в Вашингтон, а его супруга отвечает на вопрос, когда он перестанет быть президентом. Украина и Россия заявляют о неготовности отказаться от территории в Стамбуле. День переговоров. Американцы вновь договариваются с россиянами без украинцев, что известно. Самая масштабная атака России, срок для президента, а также громкое заявление из Казахстана. Гражданам хотят запретить операции по смене пола. Досмотрите. Всем привет, время порядку, коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Буду благодарен вам за вашу обратную связь в виде подписки, комментариев. Делитесь также этим видео. Также под каждым из видео жду ваших ответов на мои вопросы. Время начать. Украина и Россия не готовы к территориальным уступкам. Сразу два заявления с двух сторон прозвучали накануне. Резкий сигнал в сторону Москвы отправила замглавы украинского МИДа Марьяна Беца. Это произошло после того, как десятки высокопоставленных лиц не стали слушать выступления российского представителя в Совете ООН по правам человека в Женеве. Из зала демонстративно вышли послы Франции, Германии, Великобритании и украинские делегаты. Очевидно, что ничего об Украине без Украины, и если мы будем участвовать в каких-либо переговорах, то не должно быть никаких двусторонних переговоров с Россией. Там должны быть представлены ЕС, там должны быть представлены США, возможно, другие заинтересованные стороны. Итак, должен действовать принцип «ничего об Украине без Украины», но и «ничего о Европе без Европы», потому что Украина является частью Европы. И, конечно, чрезвычайно важно помнить, что Украина никогда не поступится своими территориями. Мы будем защищать нашу страну, мы будем защищать наш суверенитет. Это наш дом, это наша страна, это наша семья. О том, что Россия не собирается возвращать захваченные украинские земли, дал понять Лавров. Во-первых, он заявил, что Москва не рассматривает никаких вариантов с размещением европейских миротворцев в Украине. Судя по заявлениям Лаврова, Кремль не устраивает и заморозка войны по нынешней линии фронта. Мол, это противоречит Конституции РФ, ведь россияне считают Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области своими. Но напомню, что ни одна из этих областей не находится под полным контролем России. Армии Путина нет ни в Запорожье, из Херсона его армия бежала, часть Луганской и Донецкой областей остаются под контролем ВСУ. Лавров также заявляет, 27 февраля США и Россия вновь окажутся за одним столом переговоров. Но на этот раз не в Саудовской Аравии, а в Турции, в Стамбуле. На повестке дня не Украина. Наши дипломаты, высокого уровня эксперты, встретятся и рассмотрят системные проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности предыдущей администрации по созданию искусственных препон для деятельности российского посольства, на что мы, естественно, отвечали взаимностью и создавали тоже некомфортные условия для работы американского посольства в Москве. В Украине же накануне заявили, что пока не знают, когда будут встречаться с Трампом. Намекали лишь, что определенные процессы между администрациями Зеленского и Трампа ведутся. В частности, дорабатывается соглашение о полезных ископаемых. Зеленский говорит, что должен поставить ряд четких вопросов Трампу, понять, какие гарантии безопасности будут, и намекнул, что мир не увидит окончания войны и боевых действий, пока не будет гарантий безопасности. Мы все должны понять, что не будет просто прекращения огня, а у Украины нет гарантий безопасности. Такого однозначно не будет. Будет только так. Завершение войны только такое, что мы четко знаем, что завтра она не начнется снова. Ясность внес Трамп. Перед тем, как он заговорил, он помолился. В зале заседаний благодарили Бога за президента Трампа. Все это транслировалось в эфире американских телеканалов. Ну а после этого глава Белого дома подтвердил, встретиться с Зеленским раньше, чем с Путиным. Этого очень хотел украинский президент. Встреча не простая, а золотая. Страны должны подписать ту самую сделку. В Украине же, напомню, уточняли, что соглашение было переписано и теперь вполне приемлемо. Зеленского ждут в Вашингтоне 28 февраля. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу. Теперь это подтверждено. И мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень важным соглашением. И я хочу поблагодарить Говарда и Скотта за работу, которую вы, ребята,
проделали, составляя это соглашение. Действительно проделали потрясающую работу. И это будет посвящено редкоземельным элементам и другим вещам. Предыдущая администрация поставила нас в очень трудное положение, но мы сможем заключить сделку, по которой мы вернем наши деньги, и мы собираемся получать много денег в будущем. Путин прямо признал Зеленского легитимным и будущим партнером России по переговорам. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны. В частности, аналитики отмечают, что в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину Путин заявил, что выборы в Украине не проводятся под предлогом военного положения. И это первое с его стороны признание того, что украинское законодательство запрещает выборы во время военного положения, о чем неоднократно говорил сам Зеленский. Аналитики пишут, что Трамп очень точно дал понять: Путину и Зеленскому придется лично говорить друг с другом, и именно поэтому в Москве начали менять риторику, чтобы объяснить это россиянам, что с Зеленским таки придется вести диалог. Но Зеленский президент не на всю свою жизнь. В этом уверена его супруга, первая леди Украины Елена Зеленская. Вот что она сказала об амбициях своего мужа. «Я знаю, что он не собирается, и у него нет желания быть президентом всю жизнь. Главная задача всей его жизни – это цель, которую он перед собой поставил. Украина должна быть в безопасности, и гарантии безопасности, какими бы они ни были, должны существовать в Украине. Только тогда он сможет спокойно оставить свой пост. Если членство в НАТО – это гарантия безопасности, и он будет уверен в нашей защите, то, я думаю, он может на это пойти». Кстати, в Кремле также пока не знают, когда Путин и Трамп таки встретятся. В западной прессе неоднократно появлялась информация о том, что Трамп может приехать на 9 мая в Москву, но сам Трамп эту информацию опроверг. Также были сообщения и о встрече Путина и Трампа до конца февраля, но до конца февраля остается крайне мало времени, и, судя по всему, диалог офлайн не состоится. По личной встрече пока нет уточнений. Есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов. Сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которые достигли и главы государства, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде. Готовятся контакты на экспертном уровне по линии Министерства иностранных дел. Ну и затем они будут продолжены. Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне. Громкий арест в Румынии. В Бухаресте задержан Калин Джорджеску, экс-кандидат в президенты, выигравший первый тур выборов, но лишенный победы после отмены результатов Конституционным судом. Полиция провела 47 обысков, после чего Джорджеску доставили в прокуратуру. Его обвиняют в действиях против конституционного строя, экстремизме, финансировании кампании с нарушениями и создании антисемитской организации. Следователи также занялись его ближайшим окружением. У соратника и телохранителя Джорджеску Горацио Потры якобы нашли миллионы долларов и оружие. Сторонники политика уверены, это политическая расправа, ведь накануне Джорджеску собирался подать документы на участие в новых выборах, а по опросам он был фаворитом гонки. Напомню, что в первом туре президентских выборов, который прошел в Румынии 24 ноября, больше всех голосов в нем набрал крайне правый политик Джорджеску. Спецслужбы уверены, что в выборы вмешивалась РФ. И еще одно громкое дело – арест президента, правда заочный. Суд в Боснии и Герцеговине признал пророссийского президента Республики Сербской Милорада Додика, который является постоянным гостем в Москве, виновным в неповиновении решению верховного представителя и приговорил к году заключения. Отмечается, что ему также запретили занимать должность президента в течение 6 лет. Украинский генштаб признал, что мощные удары по стратегическим объектам на территории России, в частности в Краснодарском крае, а также в Крыму, нанесли украинские подразделения сил беспилотных систем в содействии с другими подразделениями. Известно, что осуществлено огневое поражение военных аэродромов Саки и Кача, а также Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. В Украине заявляют, что НПЗ в Туапсе осуществляет переработку нефти с заявленным объемом 12 миллионов тонн в год.
год. Более 90% производимых нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской армии. В районе нефтеперерабатывающего завода зафиксировано не менее 40 взрывов. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода. В Украине заявили, что удары по военным и стратегическим объектам будут продолжаться. Накануне была одна из самых масштабных атак по России. Известно о налете как минимум 128 дронов, которые атаковали разные регионы РФ. Произошло это в ночь на 26 февраля. Громкое заявление из Казахстана. Один из депутатов считает, что настало время запретить операции по смене пола, так как это противоречит традиционным семейным ценностям. По действующему закону люди могут сменить пол после 21 года. Магеррамов считает, что психическое или поведенческие расстройства нельзя лечить хирургией, а операция по смене пола – это вмешательство в здоровое тело. Депутатская фракция НПК требует временного запрета на такие процедуры, пока не будут внесены изменения в законодательство. Напомню, что еще в 2020 году в Казахстане утвердили правила, регулирующие процесс смены пола. Принимая во внимание богатую историю нашей страны, ее самобытность, сохраненную предками, доставшиеся нам в наследство культурные и традиционные ценности, возникает вопрос о приемлемости для нас изменения половой принадлежности для лиц с расстройствами половой идентификации. Однако, само понятие «лицо с расстройством половой идентификации» уже предполагает наличие у данного лица какого-то нарушения. Судя по тому, что у данных лиц нет физических аномалий, обоснованно предположить, что расстройство есть либо в психике, либо в поведении. Больше новостей за эту неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. Спасибо, что досмотрели этот выпуск. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, ставьте лайк, подписывайтесь, участвуйте в обсуждениях. Хотите помочь каналу, оформите спонсорство или нажмите «Спасибо». Любая поддержка важна. До встречи.